Всем привет, с вами канал Трипология звука, и сегодня у нас на быстром обзоре Roland EF303. Благодарю всех подписчиков моего канала, всех, кто активно оставляет комментарии, а также тех, кто присылает донаты. Я все вижу, большое спасибо, на стримах еще раз обязательно вас поблагодарю. Итак, Roland EF303. Что это за прибор, где его нужно использовать, для чего он вообще разрабатывался и что он может. Roland EF303 это эффект процессора, внешний эффект процессор. И было одно время, когда данные приборы активно использовались диджеями, но потом, скажем так, основным прибором в этой теме все-таки стал Pioneer, потому что Pioneer, в общем-то, это де-факто классика диджейского оборудования и эффекторов, то есть и поэтому обычно их комплекты стоят именно на каких-то сетапах на выступлениях. Но, как вы видите, Roland тоже посмотрел в эту сторону, и появился вот такой интересный прибор, который имел место быть и, в принципе, который можно использовать на каких-то живых выступлениях, потому что изначально этот прибор затачивался именно под живые выступления. Идейно прибор предназначается для оперативного наложения эффектов на один или несколько источников, независимо от темпа игры. В нем есть счетчик, то есть можно оперативно настучать скорость трека, который сейчас играет, с любого из источников. То есть прибор ставится обычно в разрыв, и вы на дополнительном микшерном пульте посылаете на этот прибор тот или иной канал, который вы используете в данный момент. В том числе иногда этот прибор включали на выход, и, например, на Master Mix можно было наложить некоторый эффект. В данном случае, чтобы продемонстрировать возможности прибора, я использую Ableton Live в качестве источника сигнала. Выход с ноутбука, соответственно, я завел в этот прибор, как будто у нас есть один источник звука. Но если использовать дополнительный микшер, то этим источником звука может быть, например, виниловый проигрыватель, либо CD проигрыватель, либо Master Mix микшера. Да? Также я использую Akai MPC Mini для того, чтобы запускать дорожки с Ableton Live. Там я закинул на первый канал 808 драм-модуль, который будет в качестве звуковоспроизведения. И именно на 4 дорожках 808 мы будем слушать те или иные эффекты на Roland EF303. Я сейчас продемонстрирую, какие дорожки там есть. У нас есть 4 ритм-партии. Первая из этих ритм-партий звучит вот так. Вторая звучит вот так. Это перебивочка. Третий звучит вот так. И четвертый без хэтов.
Именно на этих ритмических рисунках мы будем слушать все сейчас остальные эффекты и понимать, что происходит со звуком. Для начала давайте посмотрим, какие разъемы и кнопки у нас доступны на задней панели Roland EF303. У нас есть крючок для того, чтобы можно было сюда, скорее всего, накрутить шнур питания. Удобно. Есть кнопка включения питания, соответственно, есть разъем для внешнего блока питания. Есть MIDI вход, MIDI выход. Есть выход для наушники, джек 6,3 мм. На выход наушников можно предпрослушивать некоторые эффекты, не посылая их в эфир. Также у нас есть тюльпаны, тюльпанный выход и тюльпанами организован вход. Помимо этого у нас есть микрофонный вход 6,3 мм и тумблер, который переключает источник сигнала, то есть фону для подключения виниловых проигрывателей, то есть предусилитель мощный, лайн – это линейный вход, и микрофон. Соответственно, этот тумблер переключает между вот этими разъемами и этим разъемом. То есть на фоно и лайн у нас используются разъемы тюльпанчики, только с разным уровнем усиления, и при включении микрофона у нас используется, соответственно, разъем микрофона. На передней панели у нас есть такие элементы управления. Будем смотреть слева направо. У нас есть регулятор, соответственно, чувствительности входа. То есть в зависимости от выбранного источника мы можем регулировать громкость. Также есть светодиод перегрузки. Тут же у нас есть регулятор громкости на выходе. Имеется в виду линейный выход, не выход наушников, потому что громкость выхода наушников у нас контролируется отдельным потенциометром. Также у нас есть кнопка Effect Q, которая включает в некоторых режимах прослушивание в наушнике, то есть сигнала до посыла его на мастер-выход. Черные подписи – это подписи, которые работают с кнопкой Shift. Обращаем внимание, да, то есть когда нажата кнопка Shift, то есть те или иные кнопки работают в режиме, которые с черными подписями. В центральном блоке мы можем наблюдать 4 ручки, которые, в общем-то, универсальные, потому что в зависимости от эффектов они меняют свое назначение. Под каждой ручкой есть кнопка, которая вот сейчас моргает, например. Вот эти 3 кнопки включают вот этот степ-модулятор на управление этими ручками. Я покажу это дальше. На первой ручке есть кнопка BPM Sync. Это для всяких модуляций, чтобы синхронизировать скорость модуляции с текущим BPM, который выставлен на приборе. Также здесь у нас есть диапазон частоты. Это именно как бы 3 полосы, которые можно включать как по отдельности, каждую из них, так и все вместе. И именно на эту полосу будет работать тот эффект, который сейчас у нас включен. Также мы можем видеть визуально напоминающий секвенсор блок, который здесь называется Step Modulator. Да? Он состоит из 16 шагов, и каждый шаг у нас имеет свой слайдер, который в зависимости от того или иного эффекта, да, может быть громкостью, глубиной или еще чем-то. Но по факту нужно его воспринимать как просто уровень от 0 до 27. Здесь мы можем видеть кнопки, которые осуществляют быстрый доступ переключение между эффектом, и также некоторые прецизионные настройки, либо другие настройки, которые, опять же, по нажатию кнопки Shift активируются. Нижние кнопки — это, в общем, опять же, тоже настройки, пресеты, патчи и так далее. Я особо не вникал, но по ходу дела разберемся. В правой части немаловажная деталь. Трехпозиционный тумблер. Вернее, в нем 2 позиции фиксированных и 3-я позиция не фиксирована. В средней позиции, когда позиция называется Off, блок эффектов у нас просто пропускает сигнал с входа на выход. То есть усиливает и отправляет на выход. В позиции вверх включается полностью обработка эффектом, который сейчас выбран. Но если мы находимся в средней позиции и нажимаем вниз, здесь это называется кнопка Grab, то мы активируем временный эффект. То есть, например, чтобы ритмично можно было в какой-то момент набрасывать реверберацию или еще что-то. Под этим тумблером можно увидеть блок, который запускает шаговый секвенсор, соответственно, и также его сбрасывает. То есть здесь есть Play Stop и Reset, который возвращает секвенсор на первую позицию. Ниже мы видим экранчик, на котором отображено текущее значение BPM, и при переключении между режимами в этом экранчике отображаются, то есть, подписи режимов работы. Также мы видим 2 кнопки, у которых двойное действие. То есть основное действие этого блока — это отображать BPM.
и быстро его изменять. То есть экранчик, вот эти две кнопки и кнопка Tab, это как раз таки блок, получается, счетчика. Когда мы слушаем ритм, мы можем подстукивать скорость этого ритма на кнопке Tab, и счетчик автоматически определит скорость трека, который проигрывает. Если скорость определена некорректно, либо мы знаем скорость точную трека, мы можем выставить эту скорость руками. Также, скорее всего, эту скорость можно получить по MIDI Clock, но я не разбирался с этим вопросом. Во втором режиме, когда мы настраиваем какие-то параметры прибора, то есть этими кнопками можно осуществлять переключение режимов. Давайте с вами на примере посмотрим, как пользоваться этим прибором вживую и что можно на нем регулировать, изменять и получить. Предположим, что у меня играет какой-то трек. В роли источника трека у меня сейчас будет драм-партия с Ableton, и я ее, соответственно, запускаю. Я могу прослушать эту партию, соответственно, в наушниках. И могу послушать эффект и в наушниках, не запуская его в зал. В зал его запустит тумблер On. Да, я могу нажать же кнопку Preview и послушать, как звучит этот эффект. Первое, что нужно сделать, это синхронизировать скорость эффектора с реальной скоростью трека. Для этого я настукиваю скорость на кнопке Tab. И мне сейчас вот выдал счетчик 132, я знаю, что это правильная скорость, но если вдруг он ошибется, я могу подкорректировать вверх или вниз кнопками BPM Count. Давайте включим сейчас эффект. Слышно, что упала громкость чуть-чуть, потому что первый эффект, который включен, это фильтр. Сейчас фильтр открыт, то есть и шаговый секвенсор выключен. То есть я могу просто крутить ручками этот эффект. То есть сейчас на этой ручке у меня частота среза, а на этой ручке резонанс. То есть как в обычном эффекте. То есть мы можем на каждом эффекте крутить несколько ручек. Последняя ручка — это ручка переключения чистый звук и смешанный. То есть сейчас у меня ручка выставлена в максимум, то есть мы максимальное действие эффекта обеспечиваем. Это нужно делать на фильтре, например, да, либо на каких-то других эффектах, которые обеспечивают изоляцию. Но, например, на реверберации мы можем установить этот регулятор в центр, и тогда у нас будет смешанный сигнал, то есть и чистый, и с эффектом. То есть здесь это смысла особого не имеет, потому что получаются вот такие звуки, когда фильтрованный сигнал смешивается с чистым. Первый регулятор в данном случае это LFO, которая модулирует частоту. Скорость этого LFO, вот сейчас мы слышим, можно менять кнопкой Sync Type, которая переключает, соответственно, кратность, делит скорость BPM на указанную. Давайте рассмотрим подробнее шаговый модулятор. То есть сейчас шаговый модулятор выключен, и мы крутили настройки вручную. Как я уже упоминал выше, то есть шаговый модулятор может модулировать один из этих трех регуляторов. Для этого мы под нужным нам регулятором нажимаем кнопку Ctrl-Select. И с момента запуска, то есть вот это огибающие шаги, будут модулировать данный регулятор. Послушаем. Также мы можем оперативно в этот момент крутить руками, и получается значение, которое мы вбиваем руками, оно в этот момент перебивает значение модулятора. Послушаем.
Когда мы отпускаем ручку через кратное значение BPM, то есть ручка перестает работать. Также мы можем останавливать модулятор в любой момент, либо запускать его сначала кнопкой Reset. И тогда он начинает свою игру с первого такта. Это нужно для того, чтобы если у нас неправильно выставлен BPM, мы могли синхронизировать трек соответственно с модуляцией. Либо мы можем руками набивать такие кусочки модуляции. Это базовый принцип, который заложен в работу прибора и его модулятора. То есть, если бы нам нужно было модулировать не частоту, а резонанс, я бы нажал кнопку Ctrl-Select под ручкой резонанс. И этот шаговый модулятор будет у нас модулировать резонанс. Давайте послушаем. Давайте посмотрим, как работает кнопка Freq Range и каким образом у нас работают диапазоны. Включаю диапазон High. И все частоты, соответственно, это первый режим, в котором мы были. То есть это тот базис, который заложен в идею прибора. Сейчас я покажу, как работает как раз-таки тумблер нефиксированный граб. Сейчас я поставил в режим OFF, то есть эффект у нас не работает. Запускаем, и мы слышим чистый сигнал. Но когда я нажимаю кнопку вниз, то есть соответственно начинает работать фильтр. Если я запущу модулятор, то соответственно мы получим изменение сигнала в момент, когда мы нажимаем кнопку Grab. Если же нам нужен постоянный эффект, то мы его переводим в значение On. Интересная особенность, которой я иногда пользуюсь и которую я стараюсь всегда найти в приборах, это некоторые возможности использования перегрузки на входах, потому что на некоторых приборах эти перегрузки звучат неплохо. В данном случае я покажу вам, как неплохо может перегруженно звучать 808 пропущенный через Roland, если я включу соответственно режим входа не линейный, а фоно. То есть таким образом чувствительность входа повысится в десятки раз для нормального звучания звукоснимателя винилового проигрывателя, но здесь это сыграет нам на руку, потому что мы получим некоторый эффект сильной дисторсии, что может интересно звучать опять же с фильтрами. Запускаем исходную дорожку. И включаем режим фона.
Тем самым, перегружая вход и получая дисторсию, мы можем получить достаточно плотный перегруз, который очень красиво использовать для получения каких-то определенных партий. Давайте рассмотрим список эффектов, которые нам доступны. У нас есть 8 кнопок и 2 банка. То есть у нас есть 16 видов эффектов. Все эти эффекты здесь написаны. Верхний ряд работает, когда у нас кнопка отжата, то есть в текущем положении, да, кнопка Select. Нижний ряд работает, соответственно, когда кнопка светится, нажата. То есть что у нас есть? У нас есть фильтр, изолятор, флейнджер, дилей плюс панорама, реверб, pitch плюс дилей, слайсер, панорама, компрессор, low-fi, ринг-модулятор, фейзер, voice, не знаю, как это правильно прочитать, VO mod, modulation, syn плюс дилей, syn bass и syn rhythm. Последние три это, скажем так, не эффекты, это самостоятельные инструменты, это синтезатор, синтезатор плюс дилей, и здесь есть встроенная ритм-машинка. О ней мы поговорим, наверное, в самый последний момент. Давайте послушаем, как звучат все эти эффекты, начиная с первого. Фильтр вы уже слышали. Второй эффект – это изолятор. То есть по факту это просто глушение сигнала. Дальше эффект флейнджер. Следующий эффект – это дилей. Сейчас я демонстрирую переключение
типа синхронизации, когда я делю скорость, и, соответственно, скорость дилея привязана к скорости BPM. Также можно выключить эту синхронизацию и крутить скорость дилея руками. Следующий эффект реверб. Именно на этом эффекте нужно показать действие ручки баланс эффекта. То есть, когда мы в крайнем положении правом, это максимальный эффект, в крайнем левом это чистый сигнал. Сейчас я делаю это руками, но на самом деле я точно так же могу назначить Step Modulator на ручку баланс эффекта, и тогда у нас он будет модулировать эту ручку. Следующий эффект Pitch плюс Delay. Слайсер плюс панорама. И последний эффект в банке А — это компрессор. Таким образом мы можем даже модулировать компрессию на лету. Так, переходим к банку B. Для этого мы жмем кнопку Select, и у нас начинают моргать эффекты, и это значит, что начинает работать нижний ряд подписей. Включаем эффект Lo-Fi, и сразу же слышим его эффект. Шум. Давайте послушаем со звуком.
Давайте послушаем следующий эффект. Следующий эффект — ринг-модулятор. Сейчас мы слушаем эффект фейзер. Переключаемся на эффект voice. Этот эффект нужен для искажения голоса, я вспомнил. Последние три эффекта во втором банке на Roland EF303 это не совсем эффекты, это скорее генераторы. Единственное, что вот этот эффект, он получается является и генератором, и эффектом одновременно, потому что там синтезатор плюс дилей. Поэтому давайте вначале послушаем Synth Bass, то есть вот этот эффект, что он из себя представляет. Когда у нас включен шаговый модулятор, он в принципе выполняет роль секвенции, а регуляторы устанавливают высоту тона. Звучит это примерно вот таким образом. В настройках можно там установить диапазон действия этих регуляторов. По-моему, еще там можно установить гамму, насколько я понимаю. Вот. Но смысл понятен. Когда мы пользуемся генератором синтезатора, да, у нас недоступны частоты, недоступна синхронизация, потому что эта ручка не активна. А на этих ручках у нас висят вот такие эффекты. Это либо некоторая грануляция, либо так звучит какой-то вариант фильтра. Если мы вернемся сейчас к эффекту Synth плюс Delay, это будет аналогичный эффект, но у нас становится доступна вот эта ручка. И на этой ручке у нас будет шаг дилея. Я сейчас включу синхронизацию с темпом, чтобы дилей звучал кратно. Вот. Последняя кнопка включает нам встроенную ритм-машинку. Очень любопытный эффект. Тут действие ручек таково. Когда все ручки находятся в верхнем положении, там нет никакого звука. Вот. И каждое положение ручки на определенном значении соответствует тому или иному звуку драм-машинки. Давайте послушаем, как это звучит.
То есть у нас на первой ручке эхо, на второй ручке громкость клэпа, на третьей ручке громкость хэта. Очень любопытный способ ввода паттернов, драм-паттернов. Достаточно он такой интересный. Немного неточный, потому что никогда не знаешь, в каком положении у тебя какой будет звук, но в этом тоже есть некоторая прелесть. Но самое интересное то, что ты визуально видишь точно, какой сейчас проигрывается промежуток, и можешь, соответственно, поправить драм-партию на лету. Это, в принципе, наверное, нужно для того, чтобы подыгрывать каким-то участкам композиции, на которых нет, соответственно, ударных, да, есть только мелодия. И можно с помощью эффекта этого перейти на следующий отрывок. Только что мы с вами рассмотрели основной функционал данного блока эффектов. Но помимо этого у него есть некоторые расширенные настройки, все мы смотреть не будем, но самые вот часто используемые, например, да, мы рассмотрим. Доступ к ним производится с помощью шифта и вот этих, соответственно, кнопок. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим на примере, например, драм-машинки, потому что на ней очень явно это видно. У нас есть режим запуска. Режим запуска — это то, как будет работать шаговый секвенсор. Да? Есть три режима. Режим Repeat — это тот, который мы видели, да? То есть повторяется 16 шагов. Про количество шагов мы с вами поговорим чуть-чуть дальше, там это следующая настройка. Вот. Но помимо этого режима, когда я нажимаю Shift и Run Mode, у нас есть Repeat, у нас есть First. First — это значит, что при нажатии Play будет работать каждый следующий шаг. На драм-машинке не особо понятно, зачем это нужен режим, но на эффектах это очень интересно, потому что, например, вы можете запрограммировать 16 шагов фильтра, да, и переключаться пошагово по фильтру. Вот. И последний режим, который здесь есть, это режим Song. Это один раз проиграется паттерн и остановится. То есть вот таким образом. Тоже достаточно удобный режим, когда нужно запустить разовый эффект. Но по умолчанию используется, соответственно, режим Repeat. Следующая настройка — это Direction, то есть, соответственно, направление. То есть сейчас мы видим направление слева направо, но они могут быть некоторые вариации. Я сейчас их продемонстрирую. Это стандартный, это обратный, реверс, да, альтернативный туда-сюда, второй он следующий случайный режим, очень любопытный режим, это прям интересно, то есть особенно вот на драм-машинке, то есть случайное значение. И, собственно, все. Так, все, вернулись в первый режим. Далее, End Step.
это шаг, на котором будет заканчиваться секвенция. Сейчас у нас стоит 16 ударов, и это максимальное значение. Но на самом деле мы можем делать, например, триоли, либо какие-то нестандартные ритмы. То есть вот таким образом. Тоже это очень удобно для драм-машинки, например, для того, чтобы репетировать блюз, джаз или какие-то ритмы, где нет стандартной четверки, но можно использовать, например, и половинку секвенсора, как и весело. Так, следующее step time. Это такая настройка спорная, то есть длина шага, да, по-другому переводится. Давайте просто послушаем, как она звучит. Это 16, это 8, это как раз таки вот эта синхронизация, которую мы с вами наблюдали. То есть насколько будет делиться темп композиции секвенсором. То есть какой смысл? То есть у нас есть BPM, например, 132, и этот BPM делится кратно на какое-то значение, и с этим значением как раз таки шагает секвенсор. Сейчас мы слышим как раз таки. Стандартное значение, соответственно, 16. Так, следующее, сглаживание. Сглаживание, это, наверное, на драм-машинке это не будет слышно, это слышно на эффекте. То есть, когда у нас включен эффект и выключено сглаживание, то есть у нас резко срабатывает каждое значение. Когда же сглаживание включено, у нас будет плавное перетекание формы. Но давайте послушаем, что будет происходить на драм-машинке. На драм-машинке у нас происходит ровным счетом ничего. Поэтому давайте переключимся на эффект Lo-Fi, который был в самом начале, и послушаем на внешнем звуке. Выключаем сглаживание. Включаем. То есть таким образом у нас плавный переход между значениями шагов секвенсора. Далее, gate time. Что делает gate time, я не знаю, нужно почитать инструкцию. Но по факту, когда мы находимся в этой настройке, у нас для каждого шага секвенции можно установить какое-то значение. Также можно установить общее значение. В принципе, давайте можем попробовать на общем значении и понять, что делает эта настройка. Запускаем внешнюю партию. И понижаем настроечку. Я особо разницу не слышу, но у меня есть предположение, что это время срабатывания каждого эффекта. Так, Slide Rest. Насколько я понимаю, это как раз таки тоже переход между настройками. Давайте послушаем это на блоке синтезатора. Переключаемся на синтезатор. Послушаем сейчас, как звучит он без этого звука. Так, стоп, где у нас звук? Вот таким образом, и попробуем включить эту настройку. NRN сейчас написано. Да. Мы можем слышать переход между нотами. Так, то есть это слайд между двумя соседними нотами. И этот слайд можно настроить, соответственно, на каждый шаг. Так, выключаем. И последний — это уровень velocity. То есть мы можем установить уровень velocity для каждого из шагов. Это, наверное, нужно для как раз таки синтезатора больше.
то есть чтобы можно было установить громкость. Хотя, в принципе, можно, получается, на левую и правую часть сделать разные уровни, например, от 0 до 100 и от 0 до 127, и как-то по-разному регулировать фильтром. Я, честно говоря, какого-то логического такого применения пока этому, кроме как синтезатору, больше не вижу. Так, в принципе, на этих настройках все. Также у нас есть некоторые бенки, патчи, есть настройки MIDI контроля, можно сделать дамп чего-то. Вот, но я этими настройками не пользовался. Все эти настройки, видимо, касаются MIDI, кроме, соответственно, настроек патчей. Патчи — это, скорее всего, быстрый доступ к тем или иным эффектам. Вот, в принципе, на этом все. Давайте подведем по этому прибору некоторый итог. Прибор, еще раз повторюсь, предназначался как внешний блок эффектов для диджеев. То есть он ставился перед микшерным пультом, выше него, обычно на стоечке, да, у вас есть несколько источников звука, это CD-деки, виниловые проигрыватели, там неважно какое количество, все эти приборы коммутируются в диджейский пульт, и к этому диджейскому пульту подключается Roland EF303. И уже диджейским пультом на этот эффектор посылаются те или иные каналы звука, для того, чтобы получить те или иные эффекты. Например, чтобы завершить звучание одного трека, либо чтобы зациклить звук другого, либо чтобы обработать это все вместе на мастере. В принципе, как вы видите, достаточно удобно. Кое-какие горячие функции прям совсем удобны, да, то есть особенно мне нравится то, что когда крутишь ручки эффекта, у нас игнорируется степ-модулятор. Это прям хорошо. И все это тактировано. Все это, правда, тактируется только по счетчику BPM. Я думаю, когда приборы закоммутированы, например, по MIDI, все это вообще работает идеально. Я это делать сейчас не пробовал. По факту я могу взять Ableton, да, и затриггерить Roland от Ableton. И тогда мне не нужно будет тапать скорость, не нужно будет ее подбивать. Roland EF303 возьмет синхронизацию с Ableton. И таким образом все мои эффекты на Roland будут синхронизированы с темпом на Ableton. Я думаю, это очень удобно. Я не знаю, можно ли использовать ли этот прибор совместно с другими MIDI-девайсами, но наличие MIDI-выхода как бы подразумевает, что этим модулятором можно делать что-то еще с другими устройствами, либо просто даже использовать этот прибор как некий MIDI-контроллер на компьютере. Потому что по факту это, скорее всего, именно слайдеры, которые посылают свои значения по MIDI-каналу. Об этом, кстати, говорит значение настройки от 0 до 127. Вот, как можно использовать данный прибор в современном сетапе. Сейчас есть более современные приборы подобного плана. Как я уже говорил, флагман в подобных приборах – это фирма Pioneer. И именно их эффекторы являются самыми удобными, самыми навороченными. Ну и они очень хорошо вписываются в сетап, соответственно, пионеров. Там, где пульт какой-нибудь DJM, да, и какие-нибудь деки SDJ. Этот прибор выпускался много ранее. Здесь многое неудобно. Чтобы, например, просто поменять направление, нужно через Shift попадать в меню. Нельзя быстро выбрать, например, два направления просто одной кнопкой. Это нельзя сделать. Да? Также нельзя сокращать секвенцию быстро очень. Да? То есть только пошагово можно это сделать. То есть некоторые функции спрятаны в меню. Их добраться к ним можно только пошагово. Это на лету делать неудобно. Соответственно, при лайв-выступлении вы не сможете, например, какой-то кусок эффекта на модуляторе резко сократить. То есть это неудобно. Но в остальном синхронизация работает достаточно неплохо. Вот эта кнопочка Reset тоже удобна. То есть если сбился ритм, вы можете в любой момент нажать, и шаговый модулятор начнет, соответственно, первый такт, и вы можете таким образом попасть в скорость вашей композиции. Что еще? Скорее всего, неудобно то, что здесь в наличии всего лишь линейные входы, тюльпанчики. Ввиду того, что я сказал выше, потому что этот прибор именно предназначался для подключения к диджейским пультам, и именно поэтому здесь используется подобный интерфейс. Он не подразумевался как отдельное устройство, то есть разве что для какой-то обработки микрофона, потому что именно для этого здесь есть микрофонный вход отдельно. Как я показал в самом начале видео, очень неплохо здесь звучат всякие фильтра, и вот почему я показывал на примере всего лишь одной партии. То есть, чтобы вы могли понимать, как эффектами Roland EF303 можно видоизменять композиции. То есть, как ритмические рисунки, так и рисунки мелодические. То есть, он достаточно неплохо
их видоизменяет. И, то есть на основе эффектов Roland EF303 можно видоизменять какие-то ритмические рисунки. То есть лоу-фаить, накидывать эффекты, обрабатывать и получать тем самым новые сэмплы. Вернее, и что самое приятное, что эти сэмплы с эффектом будут ритмически модулированы. То есть эффект, который не руками крутится, да, а некоторой секвенцией, которая отвечает за эффект. То есть либо вводит эффект, либо регулирует какой-то параметр. Звучит это все очень неплохо, скажем так, современно даже на текущее время, и пользоваться этим можно. Мне особенно понравились фильтра и, соответственно, то, что я показывал, когда перегружаешь вход, появляется дисторсия, но дисторсия это очень приятно звучит. И ввиду некоторой шаговости цифрового фильтра, да, у нас там наблюдаются некоторые такие ступенчатые переходы, которые дают достаточно интересный резонанс. Я не скажу, как бы я использовал его в домашнем сетапе. Использовать его на живых выступлениях максимально удобно, потому что этот прибор именно задумывался под это. То есть я прекрасно представляю этот прибор, например, подключенный, опять же, в тракт либо в конце, либо на каком-то посыле. Когда вам нужно видоизменить линию какого-то прибора, синтезатор, либо драм-машинки, я сегодня просто показывал на примере драм-машинки, не на примере синтезатора, но точно так же это можно сделать с звуком, соответственно, синтезатора. То есть точно так же вы можете видоизменять звук синтезаторов с помощью этого эффектора. Это достаточно удобно, и именно на живом выступлении, скорее всего, место этому прибору. То есть я бы его поставил либо в конец тракта, либо в разрыв линий драм-машинок. Вот именно в этих местах, наверное, использование этого прибора максимально актуально. На этом все. Всем спасибо. Это был экспресс-обзор Roland EF303. До следующих видео.